Всем привет, друзья! В нашем коротком видеообзоре мы вам покажем, что можно сделать с автомобилем Hyundai HD78, чтобы его доработать под определенные параметры. Итак, погнали! Hyundai HD78. Модель легендарная. Вы ее давным-давно знаете. Она себя хорошо зарекомендовала и представлена на нашем рынке. Hyundai – корейский концерн, который выпускает модели от 35 до, не знаю, сейчас 250 выпускает или нет, но вот различные тоннажи. Есть и 120, есть и 170, есть 250. К нам обратился заказчик, который эксплуатирует аналогичный автомобиль, и уже по сроку эксплуатации тот автомобиль пора заменить. Поэтому, проработав четкое ТЗ, он попросил нам собрать именно на этом шасси полнокомплектное транспортное средство. За основу базового шасси мы взяли Hyundai HD78. Это как раз то, что сейчас представлено. Вот в таком виде кабина остается неизменной уже многие года и очень распространена на наших российских дорогах. Поэтому у нас на нашем автомобиле полная масса 7,5 тонн. Грузоподъемность таких шасси, как правило, составляет примерно 4700. После установки какой-либо надстройки полезная грузоподъемность может снижаться примерно до 2,5-3 тонн. Вот как и в нашем случае. Hyundai выпускает две колесные базы. Колесная база Short предполагает установку надстроек длиной до 4,5 метра. Колесная база Long, она предусматривает установку фургона в среднем 5,2 метра. И все, что остальное, ну давайте назовем это Extra Long. Это является продуктом доработки. То есть берется базовое шасси, удлиняется и устанавливается сюда какой-либо фургон или тентованная конструкция. Максимальные размеры, до которых могут удлинять это шасси, это 6,7 метра. Но мы взяли типовое проверенное решение и удлинили наше шасси, на которое поставили фургон длиной 6,2 метра. Это, по нашему мнению, какой-то наиболее правильный оптимум, больше которого это шасси просто нецелесообразно удлинять. У Hyundai огромное количество одноклассников. Здесь и Mitsubishi Fuso, и Hino 300, и тот же Газон с полной массой 8 тонн сюда примерно попадает. Iveco Daily, Jack N80 и еще какое-то количество других вариантов. Короче, конкурентов у этого товарища достаточно много, но он, естественно, стоит особняком, так как распространен на рынке России огромное количество лет и заслужил славу надежного и неприхотливого автомобильчика. Бортовая сеть у нас 24 вольта, под кабиной стоит турбированный дизельный двигатель, который имеет индекс D4GA, и у клиентов к этому двигателю были какие-то определенное время вопросы. Насколько я знаю, там могут выходить из строя и капризничать клапана EGR, который успешно вырезается, глушится, и таким образом эта проблема устраняется. Ранее на это шасси ставился модель двигателя D4DD, Евро 3. Это был просто крутейший двигатель, который не имел сноса, который без капиталки был способен проезжать по 500, по 600, по 800 тысяч километров пробега при должном уходе и бережной эксплуатации, и доставлять только радость своими эксплуатационными показателями. Но, к сожалению, сейчас D4GA тот же самый мотор, конечно, с какими-то доработками, поэтому все эти доработки и улучшайзинг, они в какой-то момент могут доставлять определенные неудобства. Здесь у нас стоит также 5-ступенчатая коробка. Один нюанс. Я большое количество Hyundai'ев уже собрал, перегонял, эксплуатировал и обратил внимание, в празднике перегонял этот автомобиль с завода с Рязани в Москву. И обратил внимание на тот факт, что коробка сейчас, которая стоит на этом автомобиле, она достаточно скоростная. То есть если раньше к концу зеленой зоны у вас была максимальная скорость примерно 90-95 км в час, то сейчас к концу зеленой зоны, а это 2500 оборотов, если вы
дойдете до 2500 оборотов, на пятой передаче ваша скорость составит порядка 110-115 км в час. Внутреннее оформление кабины также с годами не сильно меняется. У нас здесь все те же самые вставки под дерево. У нас вся та же самая компоновка и расположение основной части торпеды, но в угоду, конечно, современным трендам и тенденциям и современным требованиям по безопасности здесь появились уже какие-то нововведения. То есть у нас здесь с вами электростеклоподъемники, у нас с вами центральный замок при повороте ключа, который запирает и пассажирскую дверь. У нас с вами здесь штатная магнитола, аудиоподготовка, система курсовой устойчивости, корректор фар. А также хочу обратить отдельное внимание на тот руль, который сейчас здесь в этом автомобиле установлен. Руль прикольный. Если вы также считаете, напишите комментарий под этим видео. Центральная часть торпеды повернута в стиле BMW к водителю для большего удобства. Все то же самое имеется, как и было годы назад. Блок управления печкой, кнопка закрывания и открывания рециркуляции. Добавили вот в эту часть это устройство экстренного вызова оперативных служб. Эра ГЛОНАСС в народе называется. Ну и по традиции раскат кнопок вот в этом месте. Аварийка, передние противотуманки, обогрев зеркал, задние противотуманочки, прикуриватель у нас тут с вами. Вот пару фальш-кнопок и пепельница. Ну и на своем месте, конечно же, вот наш странный бардачочек, ну, в который, в принципе, влезает документы формата А4. Сейчас проверим. Да, формата А4. Вот, больше ничего здесь нет. Неплохо было бы добавить, конечно, обогрев хотя бы водительского сидения, потому что обогрев зеркал есть, но вот сидения прям не хватает. Здесь еще есть одна специфичная кнопка, которая располагается здесь. Вот, посмотри. Это кнопка включения коробки отбора мощности. КОМ, так называемый. Эти шасси периодически перерабатывали либо в эвакуаторы, либо в манипуляторы, либо какие-то коммунальные надстройки, где требовалась коробка отбора мощности для подключения какой-то гидравлики. Вот в Hyundai такая специальная кнопочка есть. Это плюс. С базовым шасси разобрались, переходим ко второй важной составляющей нашего полнокомплектного автомобиля. Нашим заказчикам была поставлена задача, что они хотят здесь видеть хороший, надежный, крепкий фургон, который будет вмещать в себя 12 евро-палет. Изначально мы предложили им модификацию, когда на стандартное шасси Long при длине фургона 5,2 метра можно сделать широкую, большую ширину 2,6. И таким образом у вас будет короткий, но пузатенький автомобиль, который будет вмещать 12 евро-палет. Это один вариант. Но наш заказчик выбрал именно такое исполнение, когда удлиняется колесная база, фургон делается длиной 6,2 метра, и по ширине он остается в стандартных размерах, то есть стандартная ширина 2,20. Таким образом у вас получается за счет удлинения вместимость не 10, а 12 евро-палет. Вот такой вариант его устроил. Так вот, мы сюда установили Европромтоварный фургон рязанского завода Центр Транстехмаш. Наши габариты 6,20 длина, 2,20 ширина и 2,20 высота. Такие параметры нашего клиента устроили. В пересчете это 30 кубов по внешним габаритам, по внутренним габаритам примерно 27-28. Исполнение нашего фургона самое типовое и самое стандартное. Блокированная сталь снаружи и внутри, наружное обрамление, задняя рамка фургона оцинкованная окрашенная сталь, фурнитура дверей оцинкованная сталь. Ну и третья важная составляющая нашего полнокомплектного автомобиля. Согласно техническому заданию, заказчик хотел иметь на задней части автомобиля гидроборд грузоподъемностью 1 тонну. За основу мы взяли немецкий гидроборд марки Bar Cargolift модель 1000S2 и установили на наш автомобиль на его заднюю часть. Алюминиевая платформа
Вес самого гидроборта порядка 300 килограмм. Эти 300 килограмм вы, конечно же, теряете из полезной грузоподъемности самого автомобиля. У гидроборта имеется два устройства управления. Рычажки в этой части, блок, а также специальные кнопки на самой платформе. Меняя комбинацию, вы можете либо поднимать, либо опускать. То есть вы выкатили, поставили палет и опускаете для большего удобства и страхуете ваш груз. Вот таким образом. Нередко, когда гидроборт находится вот в таком откинутом положении, могут возникать ситуации ДТП, когда автомобиль или водитель, который подъезжает, не видит этот гидроборт. Так вот, с точки зрения повышения безопасности на платформе установлены контрольные мигающие лампы желтого цвета, а также вот такие полоски, которые являются собой светоотражающими. Это очень важный момент с точки зрения безопасности. На задней части нашего фургона изготавливается специальный упор. Называется порог. Таким образом, у вас практически прямая здесь поверхность, чтобы уменьшить застревание тележек или рохли. Когда речь идет о нормальном, качественном фургоне, который будет служить вам верой и правдой многие года, я всегда рекомендую делать выбор в пользу такого исполнения, как Европром фургон. Он изготовлен по технологии сэндвич-панелей, толщина стен 25-30 миллиметров и изготавливается из сэндвич-панелей. В качестве обшивки снаружи и внутри используется плакинтал белого цвета, а в качестве утеплителя пенополиуретан. Это тот же самый сэндвич, он крепкий, он герметичный, но из-за меньшей толщины он не сильно съедает полезную грузоподъемность. У Европром товарного фургона собственный вес чуть-чуть больше, чем у классической погремушки, и прилично меньше, чем у изотермического. Если вам важно качество фургона, его долговечность, его герметичность, его эстетический вид, то я рекомендую выбор Европром. В стандартном исполнении Европром товарного фургона: обшивка внутренних стен, лакированная сталь, настил пола, сетчатая фанера. Но в каждом видео я постоянно говорю, если вы хотите здесь что-то изменить, мы, естественно, все ваши пожелания учтем. Так как длина нашего фургона превышает 5 метров, то по умолчанию здесь идут два плафона светодиодных освещения кузова. Поэтому это стандарт. Они утопленные, не выступают, соответственно, шанс повредить их минимален. Вместимость нашего фургона 12 евро палет, внутренние размеры грубо 6,10, 2,10 на 2,10. В пересчете порядка 27 кубов внутреннего полезного пространства. Друзья, время подводить итоги. Наш проект был очень многострадален. Он длился с октября месяца. В октябре месяце к нам обратился заказчик, мы ему согласовали коммерческое предложение, дали, а так как компания с управлением с другой страны, они очень долго согласовывали. Так вот, пока согласовали, изменилась стоимость. Они попросили стоимость эту сохранить, сказали, что это опять на месяц, на согласование, и процесс затянется и, может, вообще не будет реализован. Ладно, мы пошли на уступки, сделали, в итоге в середине ноября получили аванс, заказали автомобиль. На заводе ЦТТМ был биток просто по количеству фургонов, сроки съезжали, никто ничего не успевал. Вот, и мы планировали отдать этот автомобиль в середине декабря, но наступила уже середина января, и вот только-только мы готовимся к выдаче этого автомобиля. Так вот, наш проект, базовое шасси Hyundai, Европром товарный фургон завода ЦТТМ, немецкий гидроборт бар на 1 тонну. В момент, когда мы согласовали стоимость, обошелся заказчику в 3 миллиона 585 тысяч рублей. Сейчас такой автомобиль обойдется примерно в 3 миллиона 800, 3 миллиона 900 тысяч рублей, потому что было удорожание в ноябре и было подорожание в январе. То есть заводские цены, отпускные цены на шасси выросли. Вот. Здесь еще при застройке этого автомобиля мы встряли на удлинение. То есть мы еще заказывали кардан в специализированной организации, потому что из колесной базы Short мы его удлинили в модификацию Extra Long.
Поэтому кучу нюансов, которые нужно учитывать при производстве и застройке такого автомобиля. Полная масса у нас 7,5 тонн, полезная грузоподъемность в таком исполнении порядка 2,5-3 тонн. Если вам надо побольше, то я рекомендую заложить еще усиление задних рессор или установку задней пневмоподвески, если такие комплекты на это шасси существуют. Вот что-то такое, если вам нужно, мы можем собрать практически на любом шасси. Неважно, это Isuzu, Iveco, Hino, Hyundai, Jack, Phaeton, без разницы. Это была возможность для вас показать, как возможно выглядеть будет 12-палетный автомобиль с Европромтоварным фургоном и гидробортом. Так что, если есть вопросы, пишите, звоните, обращайтесь. Рады любым вашим конструктивным комментариям. До новых встреч, мы пошли греться. С вами был Кирилл Сухин. Пока!